Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться с вами простым рецептом вкуснейшего чизкейка из тофу. Поверьте, его будет сложно отличить от традиционного на крем-чизе. Но прежде хочу показать вам своего нового помощника. Это сверхмощный блендер Raw Meat Samurai. И я давно мечтала о таком. Samurai имеет пиковую мощность 2900 Вт, 8-лопастный нож, 2-литровый прочный и легкий кувшин из тритана, 5 автоматических режимов и 8 скоростей. Этот красавчик развивает скорость до 50 тысяч оборотов в минуту. Буду тестировать с различными продуктами и делиться с вами результатами. А сейчас вернемся к чизкейку. Финики заранее промываю, ошпариваю кипятком и очищаю от кожицы и косточек. Начнем с коржа. В чашу блендера пересыпаю овсяные хлопья, добавляю соль, рисовую муку, очищенные финики, четвертинку банана, но позже добавлю еще четверть, итого получится половина, соду, кокосовое масло и измельчаю на средней скорости. Поскольку крошка получилась немного сухой, добавила еще четверть банана. Вот такой крошка должна получиться, она должна легко слипаться при надавливании. Пересыпаю крошку в смазанную форму и тщательно надавливающими движениями и тонким слоем распределяю по дну и бортам формы. Накалываю вилкой и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут. Тем временем готовлю сырковую массу. Выжимаю сок лимона. В чашу блендера погружаю тофу, крошу его руками. Добавляю лимонный сок, кокосовое молоко, сироп топинамбура, кокосовое масло и ванильный экстракт. Можно добавить щепотку соли. Взбиваю буквально 30 секунд на средней скорости. Перекладываю массу в готовый корж. Только полюбуйтесь на эту гладкую текстуру. Немного трясу форму, чтобы вышел лишний воздух, и разравниваю лопаточкой. Запекаю в прогретой до 160 градусов духовке ровно 30 минут. Даже при незначительном увеличении температуры творожная масса может немного вздуться, и после извлечения чизкейка из духовки у вас появится трещина, как появилась у меня. Поэтому не повторяйте мою ошибку. Температуру не увеличивайте. Это не страшно, но немного портит вид. Чизкейк остужаю и отправляю в холодильник на несколько часов, лучше на ночь. Я покрываю чизкейк карамельной сгущенкой. Рецепт оставлю в инфобоксе под видео. Готово. Время побаловать себя и близких. Взгляните, какая гладкая, нежная текстура у чизкейка. Он действительно очень вкусный. Надеюсь, это видео вам понравилось и оказалось полезным. Буду рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. Жмите на колокольчик внизу под видео, чтобы не пропустить новые выпуски, и делитесь своими фотоотчетами в Instagram. До скорых встреч. Пока-пока.